Привет, друзья! Меня зовут Лагунов Евгений, вы на канале ЯБЛУС-game, и мы с вами продолжаем прохождение игры Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Давайте возьмем следующую миссию. Война чужими руками. Инструктаж. Уничтожьте колонну боевых машин CFA, собирающуюся в аэропорту Нова-Брага. Колонна состоит преимущественно из тяжелой бронетехники. Ну что ж, я думаю, что на эту миссию мы уже возьмем какой-никакой транспорт. А может быть и не надо его брать. Да, давайте не будем его все-таки брать, но возьмем с собой... Да, я думал еще на вертолете туда прилететь, но поскольку там аэропорт, территория широкая, нас там просто, мне кажется, собьют. Мало того, у меня не уничтожен ПВОшник на ней, хотя на этой миссии, скорее всего, это не имеет никакого значения. Высадимся здесь. Так, теперь... Выбор оборудования. Давайте основное оружие возьмем не усыпляющую, а все-таки... Да какой? Во! Точно, точно. Как же я мог забыть? Да. Ракетницу. Так, теперь вспомогательное оружие. Нет, давайте здесь основное. Я думаю, что мы возьмем что-нибудь помощнее. Калаш, я что-то уже давно ничего не улучшаю. Калаш же у нас мощнее, чем все остальные пушки. Ну да. Значит, пусть будет калаш. Будем стрелять. Ну и пистолетик. Кроме того, я думаю, что мы возьмем с собой и напарника другого. Естественно, это будет Quiet. Естественно, у нее будет греховная бабочка. Да, все верно. Все. Нифига себе, смотрите, какой у нее ущерб. Как? Ну пусть стреляет по технике, нормально будет. Все, погнали. Начать миссию. Ну и ночью, да. Не знаю, что сейчас ожидает, но чувствую, что с каждой миссией ближе к концу. Некоторые миссии хочется прямо проходить стелсово, а некоторые вот, даже, наверное, игрой рассчитаны на какой-то экшен, там, на взрывы, там, на пострелялки и так далее. Это сюжетная миссия, эпизод 41, «Война чужими руками». The CFA are assembling an armored column to the north of Nova Braga Airport. Your job is to wipe them out. Listen to the tape for the contract details. Just be aware that the column's commander served with 5 commandos. Команда 5, круто. A name for himself in South Africa's 32 Battalion. В 32-м батальоне? So don't take him lightly. Я понял. I have a report from the intel team. The targets are now on the move. Объекты уже начали движение. Я еще лечу, они уже начали движение. Check your map. Ладно. Давай. А ты? Тебя тоже отметим. Сначала, я думаю, мы летим вон туда. Причем бежим там, сломя голову вообще. По времени мы не ограничены, надеюсь? О, так нам дали танчик. А, я забыл его убрать. Ну все, тогда погнали. Погнали. Не наехать бы еще на Quiet. Так. Так. Погнали. Давай, задний ход. Quiet. Давай, прикрывай. Так. Ага, ясно. Ух ты ж, блин. Неплохо. Ладно. Давай. Вообще неплохо, я бы сказал. Так. А может быть... А может быть... Я смогу этот танк... Да не-не-не-не. Полетел отсюда, родной. Ты нам пригодишься больше. Тебя там и починят. И все остальное. Наш горит, да? Понял. Ну, разменялись.
Так. Сюда, да? Погнали. Метки С будут ближе. Так. А ты уже близко, да? Друг мой. Ну что ж. Можно, в принципе, к аэропорту двинуть. И с аэропорта попытаться. Так, давай-ка. Не-не-не, далеко еще бежать. Еще пока совсем не видно. Вот сейчас видно. Ну, блин. Давай, давай, беги. Вот когда резко разворачиваюсь, он почему-то начинает тупить. Все, это уже в аэропорту. Да. Медицинская помощь выполнена. Ну, это внешнее задание. Молчунья сейчас пока поотстреливает пацанов. 100 метров, а я его не вижу. Хорошо. Может еще попробовать его эвакуировать? Он же сейчас туда будет стрелять? Да. Я хочу попробовать рискнуть. Риск вряд ли будет оправданный, конечно. Но он меня не видит пока. Полетел. Хорошо. К следующему. Ага. Давай. Может быть, можно было просто шмальнуть в него и подождать. Так. Девочка непонятно там чем занимается. Территория огромная, конечно. Еще ближе. 2 танка забрал уже. Ну, покоцанных, конечно, но пусть будут. Чё бы и нет. Стоит, да? Ладно. Побежали. Там у нас что? Она нас прикрывает, да? Хорошо. Колонна, блин. Долгие регруппы, ребята. Так, вот теперь побежали. Он вообще услышал меня, нет? Рискую. Давай, давай, давай. Ты же не слышишь меня. Ты же сейчас не собираешься никуда ехать. Так, вертолет. Вот это плохо. Вертолет сюда летит. Ага. Ладно. Нужна какие-нибудь домики. Он прям сюда летит. Мне нужны укрытия, хоть какие. Так. Да-да-да. А больше никого не осталось. Не остался. А он завис, да? На. Опа-на. Я не ту пушку выбрал. Он не услышал, ему пофиг было. Хорошо. Он там просто завис. Да? Или нет? Вот он вроде недалеко, но я чувствую, я не попаду сейчас по нему даже. Ага. Завис. Да на! Вот сюда. И ноги. Заметил. Блин, хреново.
Сейчас как начнет стрелять. Тут вроде есть где укрыться. Ага. Потерял. Тут пацанов нету. Хорошо. Тут свет. Потерял. Замечательно. Так, спрятались. Попадание было неплохое. Давай. Вот куда-нибудь сюда. Хорошо, да? Прикольно тебе? Давай еще одно. Может, попаду. Нет? Давай, давай. Воды. Ну что, круто. Ой, так и мне тут вот сюда вот пройти и все. Вообще супер. Задание, конечно, по-моему, так себе. Ну, можно было дождаться, пока вся эта толпа в аэропорту соберется. Ну и дальше уже что-нибудь придумывать. Че, ранг S? Нифига себе. Это было прикольно. Да, сейчас уже побыстрее надо просто проходить. Мне реально начал уставать уже от игрушки. Это уже не от таких вот миссий, я так понимаю. 5 миллионов. У меня максимум ГМП, да? Понял. Сейчас будем тратить усиленно. Ну, естественно, вне серии. А в серии мы сейчас послушаем пару записей. Часть эмблемы получена. Угу. Элитные солдаты, да. Еще давайте. Давайте всех. Угу. Ну, прожимать постоянно вот это, конечно. Можно все это пропустить, но тогда они рандомно заново прилетят. Да ты чё? Скорее всего. Вернусь. Как только, так сразу. Тогда пленки подождут, но скорее всего сейчас сразу же будет. Ну, короче, кат-сцена, что мы уже, да, на базе. Don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? А ведь у него есть вирус. You'll get your boys back. They'll even see the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Militia warlords, PFs, the armies that murdered their families. А, отомстить им. Brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance. You better be ready for your drag back here. Ready Что to face the взрывается? world as enemies. No! Ни хрена себе, что это такое было? Мальчик летающий. Ну да, они как-то связаны. Присмотритесь к Казухире. Сообщение от паразитов. Это что еще такое? I'm not like you. Goodbye, father. I don't need you anymore. Вот это хреново. Ну да, мальчик может им управлять.
потому все и тряслось. Блин, все очень-очень плохо. Птичка, блин, крылышками машет там. Да, пацаны, все плохо. Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Все реально очень плохо. Спасение детей, аудиозаписи сейчас тоже сразу же прослушаем. Богомол часть эмблемы. Я даже не смотрю на них. Если нужно, ставьте комментарий, я вам все эти эмблемки покажу в отдельной серии. И... Да, то есть вы такую огромную машину не можете найти. Also, regarding our concerns about Eli, помню. I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Хорошо. Но делать мы это будем в вертолете. Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Я понял тебя. Ладно, пока Пипот подлетает, я в душ скажу. Давай, спускайся. Да, интересно. Илай. Пацан-то. Ладно, сейчас все равно будет отбой, скорее всего, пленок. Quiet, тут в одежде ты, ну, менее интересно. Придется искать сейчас. Думать, что да как. Мокро еще. Только после душа. В одежде с пушками заходить в душ. Да. About Eli hijacking Sahelanthropus. We know how he got it moving. It was Emmerich. He used the kids in the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this. Я понял. Ну давай прослушивать. 6 записей. Вот допрос Хьюи. Начнем с этой. Сотрудничество с Илаем. I just answered their questions. I had no idea they would actually try to fix it. I mean, can you imagine a child piloting it? Oh, sure. Easily. It wouldn't work. I bet it's just like riding a bike. I said it didn't work. It... Who did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. His name was, Hal, wasn't it? I thought you said you never saw his face. But you made Искусственный him интеллект. Sahelanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in. Как маленький ребенок может этого It хотеть? was such a short time we had. So he was with you. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around.
Угу. И это действительно правда. Белая мамба. Тест ДНК Элая. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big boss. If that were Так really он же не the case, является I его could клоном. understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself, we'll need to get him to open up more first. Так, давайте продолжим. Тут немножечко паузил. Следующая запись. Вот, цель черепа. Происхождение черепа и XOF. Skullface, real name unknown. Born in Hungary, more specifically northern Transylvania, after it reverted to Hungary from Romania. While he was young, the country allied with Germany as part of the Axis powers, but later during the war, it came under Soviet occupation. The Hungarians struggled for independence, but the Soviets came down. Hard. Just like he said, time and again the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. All he had left was his skull. Skullface first tried his hand at espionage during all the chaos from the war. Agents, military officials, and soldiers who operated out of Hungary during the war vanished over the course of several months. This Soviet spy hunt rocked the counter-intel world. Mysterious fatal illnesses, accidental deaths, drownings, people having strokes behind closed doors. Just like Stalin, no one knew who was behind it. But all you need to do was look for who had the motive. They were all taken out by a man without a face. And now we've got an idea of how he did it too. He'd gotten revenge for his people, but he wasn't finished. Skullface defected to the West, eventually ended up with the SAS. That's where he met Zero. It's possible he began planning this whole thing back then. It's hard to say. In any case, Zero made him his XO. He always did have a thing for oddballs. But this one was set to lead a unit no one else would know about. When Zero created Fox, he also formed XOF as a support team. An unconventional special forces unit designed to support Fox, make it stronger, with Skullface giving the orders. Zero never even told the boss about it, nor the CIA, naturally. If Fox was Zero's silver bullet, XOF was the recoil when he pulled the trigger. Just like Newton's third law. While you were with Fox, Skullface was operating behind the scenes. Sometimes as your backup, sometimes as a mole or a scout, sometimes as your cleanup crew.
fox's tail, making sure the mission succeeded and that you survived. Вот We это да. only have his word to go on, but Skullface's goal was revenge against those who'd used language to subjugate people. Those corrupting a people's identity by forcing a new tongue on them. Those using the power of language to control information. Naturally, that set his sights on Zero. To Zero, English was simply the most convenient code. But to Skullface, English was a parasite. And by eradicating it, he'd stop the world from being eaten away. If that didn't work, he was ready to see the world scorched by nuclear fire. To save language, culture, and race from annihilation, he was willing to overstep the hands of the doomsday clock. That is, of course, if you believe anything he had to say. Угу. И еще две записи у нас осталось. Это спасение детей, страхи оцелота. You know, when you brought back all the child soldiers who escaped, Eli knew they'd returned. Needless to say, nobody said a word to him. I guess they got a message to him somehow. Eli wasn't put in a corner in timeout. He was locked up in that room, completely cut off from the outside world. Then how'd he find out? There's only one possibility Мальчик. I can think of. The Третий. Soviet Union has been researching military applications for psi phenomena. Psi? Things like psychokinesis and ESP, extrasensory perception. You mean moving objects without touching them? Knowing what cards somebody's holding up? Psychic powers? Come on. I thought that was just another bunch of disinformation aimed at the West. Just bear with me a second. One type of ESP is telepathy. It's the ability to know another person's thoughts through non-verbal means. You're saying Eli read our minds? It's the only idea that doesn't involve someone getting to him. Ocelot. Look, psi research isn't some hocus pocus. It's all evidence-based, scientific. There's gotta be another explanation. Maybe one of the kids stuck a note to your back. I hope that's the case. But I am convinced that they have, or Eli has, a connection to some force we have yet to identify. You better watch yourself, boss. How am I supposed to do that? If he is depending on something for help, well, that's his Achilles heel. If you can figure out what that something is, you might be able to use it against him. I'll keep that in mind. Oh, and the medical team is looking after the kids left on Mother Base. For the moment, they don't seem too panicked. But boss, get this. Eli got those kids to plot their armed uprising as a diversion. Also, he could steal Sahelanthropus and escape. That brat got us good. Set us up and knocked us down. And then there's that mystery kid who was with Eli. With those two working together, I'd say things won't be over for a long time yet. Это да. Ну и последняя отвлекающая запись. Гамбургеры Казухира Миллера. Идеальный гамбургер. Rise and shine, old timer. It is complete. I had our best and brightest working overtime, fine-tuning the greatest burger the world has ever known. I call it the chemical burger. What on earth is that color? Now, don't judge a burger by its color. Go on, try it. I am not very hungry. What? Oh, I get it. Now, sure, it's loaded with additives, but each one's been approved by the WHO for human consumption. Come on, one little bite's not gonna kill you. Are you sure of that? Fine. Well, what do you think? It is perfect. Right? This takes me back to the taste of my youth. The neon signs on the Mother Road. Oh, I can see them now. So, what do you think of our signs now? And it doesn't just taste great. You won't believe how cheap it is to make. And because it's pumped up with preservatives, it won't spoil easily in regions lacking refrigerated storage or transportation infrastructure. This bad boy could even solve Africa's hunger problem.
Excuse me. People will no longer fight over food or find reason to hate one another. Mankind will come together, reunited between these fluffy buns. Forget Pax Americana. Say hello to Pax Hamburgana. Pax Hamburgana. Skullface thought that destruction was the way to free the peoples of the world from American imperialism. But this is different. Tackling something head-on just makes for more conflict. Only by uniting the world can its various inhabitants truly become free. Having lived as an American parasite as long as I have, I know what I'm talking about. The chemical burger is poised to be the greatest liberating force the world has ever known. An ethnic liberator. Burger. Now all I need is a better brand image, starting with a name. Gotta run, old-timer. I'll catch you later. Да. Странный каз, конечно. Ну ладно. Ну такая вот серия. Надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, буду рад лайкам. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну и до встречи. Всем пока. Удачи.